И всем привет, с вами как всегда я Леха, канал Hard Games, и мы дальше продолжаем проходить третья серия на стриме, записываем с превеликим удовольствием игры Dying Light. Ну что ж, идем сейчас по основному квесту, немного подфармили, хотя, как сказать, немного, по-моему, очень и очень недурно, потому что ловкость прокачали очень-очень бодро. Хотелось бы, конечно, немножечко хп, но пока что ловкость must have. Почему? Потому что выше залезаем, дальше прыгаем, ну и так далее, тому подобное. Приятного просмотра, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ребята, поехали в лес за орехами. Ступай, как знаешь. Это Итак, не моя нога. пойдемте отчитаемся. Будь осторожен. Пилигрим вернулся. Надеюсь, не с пустыми руками. Я нашел Лазаря. Да что от меня. Я был прав. Ты смог то, что мы не смогли. Ну и где тот мудак, у которого они были? На Мидпекин-сквер. Ты же не отпустил его? Это мог быть убийца. Я взял их у девочки. Ей лет 10. Она его не убивала. Нашла на трупе. Стоп, к этому мы еще вернемся. Оставь нас. Я выполнил работу. Теперь Странно, твоя что повтор очередь. задания, Пропусти кстати. меня в центр. Вроде как мы это уже видели. Не я решаю, когда будет открыт туннель в Централ Лук, Пилигрим. Командование хочет, чтобы я нашел убийцу. Айтер, ты обещал! Успокойся, Пилигрим. Я держу свое слово. Ну и ладно. Во-первых, возьми это в знак моей благодарности. Айтер, мне нужно в центр. Ясно? Ты кого-то ищешь, верно? Я тоже хочу попасть в Централ Луп. Там моя жена и дети. И я не могу защитить их, пока нахожусь здесь. Туннель будет открыт, когда я найду убийцу. Ну да, Это сцена понятно? это была Ты точно. можешь помочь мне? Странно. А можешь подождать, пока Вроде я не найду его скипали. сам. Да ладно, сейчас Я сделаем. вижу кровь на лезвиях Лазаря. Перед смертью Лукасу удалось ранить убийцу. У него должны быть ужасные раны. Если ты найдешь его, ты поможешь не только мне, но и самому себе. Ладно. Есть подозреваемые? Командир был убит на базаре. Наверняка кто-то из них. Окей, я найду его. Я постараюсь найти убийцу. Как раз в памяти немножечко у нас всплывет сам Это лор. твой билет в центр. Возвращайся на базар. Мне еще нужно что-то знать? Да, нужно. Но это совершенно секретно. Никому ни слова. Звучит серьезно. Тот, кто убил Лукаса, забрал маленький трофей. Вырезал татуировку с его мертвой руки. Кто-то надругался над трупом? Это серьезный залет. Именно так. Если парни узнают, что сделали с Лукасом, их не удержать. И начнется бойня. Я рассказал тебе, потому что если ты найдешь этот трофей, ты найдешь и убийцу Лукаса. Понял. Прямо сейчас и займусь. Интересно. Так, предлагаю сразу прям пойти по этому квесту. Подожди там. Да, Нам не собираешься? не собираюсь. Наслышан о твоем потенциале. А ну-ка дайте-ка мне вот эту лопаточку сюда. Так, по оружию чуть-чуть подпросели, ну ничего. Беспокоишься за меня, да? Конечно. У меня большие надежды на тебя, Эйден. Жду тебя снаружи. Приветик, гражданин. Айтер хочет, чтобы я нашел убийцу Лукаса. Только тогда он пропустит меня в центр. Делаешь для него грязную работу. Неудивительно. Он велел мне начать с базара. Я так и думал. Миротворцы и базар ненавидят друг друга. Только двое на базаре что-то решают. Один из них — надутый проповедник Карл. Крол. Это я знаю. А еще кто? Софи, его правая рука. Она умеет находить общий язык с самыми непокорными на базаре. Еще и Славкач. Он все знает о том, кто, когда, с кем. И Джо со своими бандитами. Но не боятся миротворцев. Я поговорю с Софи, а ты дуй к Карлу. Или предпочтешь девушку? Софи? Видишь ли, она не в моем вкусе. И упрямая. Да, боже, сам увидишь. Угу. Говоря, шахматными
Окей. Поехали. Ну что ж, начинается наше расследование. А кто убил товарища? Я думаю, мы это довольно быстро сейчас найдем. И сможем наказать виновного. Потерпите, мэм. Очень неплохо у нас получается. Прям хорошие такие пробежечки. Еще одно ночное, кстати, место открыто. Что нас не может не радовать. По идее, я должен был допрыгнуть. Марка, говорит, жалко, да. Видимо, через тоннель пройти тоже нельзя. Снайпер держит нас в плену. Джерард был выдающимся человеком. Допрыгну, не допрыгну. Опа. Допрыгнул. Итак. Сейчас никто не может чувствовать себя в безопасности. Итак. Да уж, если добрались даже до Лукаса. Иногда я просыпаюсь и не Забыли помню, что враги? было падение. Он был командиром миротворцев. А ты как думаешь? А что, если дело не в Лукасе? И это просто случайное убийство? Кто мог убить? Но здесь вопросов на самом деле куча. Но все Э. Тогда ему катастрофически не повезло. И нам всем заодно, Слушай, потому что мы Карл вчера болтал об ограничениях на... Сейчас найдем, откуда ножки-то растут. Опа-на, подбей! Эй, кто ты, мать твою? Полегче, он не миротворец. Откуда знаешь? Они все время здесь крутятся. Он чужак, Понял. пилигрим. Что? Он пришел из-за стен? Ни хера себе. Это что за... Не знаю, что привело тебя, но будь аккуратнее. И остерегайся миротворцев. У них нет друзей. Вы заметили, что в постапокалипсис, по-моему, лучшие В барберы? этот раз с биомаркером. Просто лучшие. Вот просто идеальные Карл прически, велел идеальные отвезти тебя к нему бороды. познакомиться, если ты Вот появишься. просто вот. Прекрасно. Раньше он хотел меня повесить. Наступит постапокалипсис, обязательно открой свой барбершоп. Это же гениально. И запомните, человечество построило цивилизацию, оказавшуюся колоссом на глиняных ногах. Мы не должны повторить эту ошибку. Он не хотел, он был вынужден. Ты был угрозой для всех. Че? Конечно. Да, расскажешь, знаешь кому? Не слушайте глупцов, призывающих к реконструкции. Никакого восстановления не будет. Кто бы мог Най, подумать, сука, через шапку. пилигрим на базаре. Добро пожаловать. Да, я еще жив, несмотря на твои усилия. Вижу, ты затаил обиду. Но будь ты на моем месте, ты бы меня понял. Мы несем ответственность за безопасность всего базара. И мы относимся к этому серьезно. Вот почему мы так поступили. По торгаши Надеюсь, ты ясно нас все. простишь. Нет. Бог Итак. простит. Будь добр, расскажи, как сейчас обстоят дела во внешнем мире. Да я с тобой Слухи, это все, разговаривать. что тебе от меня нужно? Нет. Но ты пришел извне, и теперь ты среди моей паствы. Поэтому мне нужно знать, ты волк или овца? Так кто ты? Знаете, волк — это не тот, кто волк, а тот, кто волк. Ауф! Я волк. Опасайтесь меня. Тогда я спокоен. Настоящий волк никогда не объявляет об этом. Знаешь что? Понял. Давай расставим все по местам. Я ищу Софи. Неужели? И зачем же? Ты немного, нет вопросов. Хочу расспросить ее о смерти Лукаса. А какое дело пилигриму до проблем миротворцев? Зачем это тебе? Скажем так, смерть одного человека должна волновать другого. Разве не этим мы отличаемся от зараженных? Думаю, ты прав.
Смерть Лукаса беспокоит и нас, но в основном потому, что мы главные подозреваемые. Я никогда не скрывал своего мнения о миротворцах. Старый мир пал из-за таких, как они. Алчных, одержимых властью фашистов. Строить новую реальность на основе старых ценностей было бы как минимум неразумно. Конечно же, миротворцы считают, что такие заявления автоматически делают меня и всех нас подозреваемыми. Так что, чем скорее найдут убийцу Лукаса, тем лучше для нас. Иди туда. Пока не увидишь настоящего великана. Это Герман, телохранитель Софи. Она будет рядом. Но сразу скажу, я буду удивлен, если она что-то знает об этом. Софи боец, а не убийца. Да? Спасибо за подсказку. До встречи, Карл. Извините. Гадость, а? Ля, Гриша. Тебе, брат, только белых шнурков не хватает, реально. Софи, нужно поговорить. Ты чё, борода? Не трогай его, Герман. Э! Говорит. Слышь ты! Положь на место! Не шутя, быдло! Эйден, тот пилигрим, что Я тебя недавно пришел в запомнил, город. понял, нет? Ты хорошо информирована. У меня нет выбора. Я здесь отвечаю за безопасность. Кроме того, ты вчера довольно эффектно появился. Я ищу работу. Есть что на примете? Говорят, ты можешь быть полезен, но я хочу сама убедиться. Как насчет небольшого поручения для начала? Да. Что ты предлагаешь? Подойди к нашим мастерам, к Альберто или Квинченцо. Они оба знают, где находятся самые чистые кристаллы. Они нужны мне для одной сделки. Начинается. Ты сказала, что отвечаешь за безопасность на базаре. Что это значит? Это значит, что я проломлю череп любому, кто будет угрожать нашему сообществу свободных людей. О, а из слов Карла я понял, что вы скорее пацифисты. Мы пытаемся отказаться от старых путей и открыть новую эру для человечества. Ясно, театрал. Это истинная революция. А для любой революции нужны две вещи. Идеология и вооруженные силы для ее насаждения. Ладно, я поговорю с одним из ваших мастеров. Они должны А быть ты, на базе. бородатый! Если справишься, тогда Ублюдок, придумаем тебе мать работу твою! посерьезнее. Ты думаешь, ты меня трахнешь? Я тебя сам трахну! Эй, ты. Да, ты. Тебе работа не нужна? Нужна? Я Дэмиан. Эйден, Ты здесь новенький? какая разница? Я горжусь тем, что знаю всех на этой помойке, а вот тебя нет. Может, потому что я недавно в городе? Правда? Уважаю. Слышал, за стенами города вечная резня, да? Конечно. Как это относится к работе? Никак, друг. Я тебя оцениваю. И пока мне нравится то, что вижу. Насчет работы. Прежде всего, с твоей стороны требуется держать язык за зубами. Ты можешь сказать, Ты что мне будешь предлагаешь? вести дела с моими партнерами, а эти дела касаются только их. И все. Ты найдешь их в западной части Куориант. Они тебе все объяснят. Да, окей, не вопрос. Нам Ясно. работенка-то нужна. Пойду к ним. Не заставляй их ждать. Подождут. Или сам иди делай, понял, нет? Смотри так, я просто ввожу в курс дела. Не видел детей. Так, а есть еще? Это у меня Еще широкий, что ли? огромная, большая. Ну, Ты все сказки рассказываешь. Огромная, большая. Блин, мне покоя не дает. Может быть, все-таки надо или пока потерпеть. Может, затерпеть пока. ну это... Затерпеть.
Тя. Так, ролятся золотые эти. Блин, ну не на меня они. А ты такая, а ты вообще просто вот... Говна наролилась, ребят. Вообще прям лютого говна. Мастерская, пап. Да, мастерская. Ну и где она? Ты сейчас на мастерской, Альберта. Это семейный магазин. Все еще плохо себя чувствуешь? Только не говори никому об этом. Я от Софи. Она говорит, вы знаете, где есть кристаллы. А чтоб их... Они уже присылали одного из своих... Пиздюков? Кого? Этого парня, ее брата Софии. Как зовут этого говнюка? Барни. Говнюка зовут Барни. Парни. Он задавал тот же вопрос. О темной зоне с кристаллами. Это что-то новенькое. Так где эта темная зона? 120. 100. 120? Пап, можно я скажу? Прошу. В 100 метрах от метро. Там есть большая вывеска Fashion Store и ветряк на другой стороне улицы. Спасибо. У меня продаются реальные штуки. Да без Б, в принципе. Когда умирает один из нас, никому и дела нет. Но когда убили... Не смотри так, я просто ввожу в курс дела. И между нами, ты не пожалеешь. Ну, что ты узнал? Не скажу. Я узнал, где это место, но мне сказали, что твой брат уже о нем спрашивал. Герман, проверь, не включил ли Барни рацию. Парни. Барни, ответь мне. Ну, какой-то тугой немного. Барни! Черт. Так вот, почему он отключил рацию. Решил сам найти кристаллы. Снова он вставляет палки в колеса. Сейчас дует. Как я понимаю, это уже не в первый раз. Нет. Он постоянно пытается отличиться. В прошлый раз его ранили. И это было не так давно. Все в игры играет. Я убью его. Просто убью его. Как был ранен Барни? Он не хочет говорить. Я думаю, что это были миротворцы. Ну конечно, кто же У еще-то? брата есть у тебя секреты? Это не твое дело. Барни, ответь мне. Да пошло оно все. Если в таком состоянии он отправится в темную зону, ему конец. Я могу попробовать его найти. Ты? Я уже бывал в темной зоне. В госпитале ВГМ. В госпитале Святого Иосифа? Правда? Если ты спасешь его, ты не пожалеешь. Время все еще есть. Барни, скорее всего, будет ждать до заката. Идти в темную зону днем – это самоубийство. Главное, приведи его домой живым. Сделаю, что смогу. Удачи. Пошел нахер, понял? Не подходи ко мне. Быдло. Пилигрим на базаре? Ха, я бы на его Постой, Эйден. пока не нашел. Чем сейчас занимаешься, Эйден? Что, на ночь? Это сейчас жестко. А. Ну вот это вообще имба, по идее. Вот это реально меня ускорит. Это шляпа. Хм. Я бы вот это прокачал. Интересная штука. Шутя, там даже есть по вертикальной, прикинь, поверхности бегать можно. Так, а вот бой.
Зараза, ну тут здоровье, видишь, требуется. А у нас здоровье вообще не вкачано. Давайте вот это. Спасибо, Стас. Спасибо за сапку. Так, ну что? Погнали, что, на ночное задание. Ну, тут очень много всего дают. Поехали. Причем я специально не стал... специально не стал этот... Если бы только у меня были помидоры. Специально не стал переключаться на ночь, чтобы добежать сначала до туда. Айтер, Я слушаю. это Эйден. Мне только что предложили какую-то сомнительную сделку. Возможно, этот след приведет нас к Лукасу. Нужны не только следы, Эйден. Выясни все, что можно. Хорошо. До связи. Это вообще просто халява какая-то. Не жди ничего хорошего. Может, Софи будет лучше, если он не вернется. Да. Бабушке расскажешь. Это ночью мне вообще надо. Блин, по идее, мы, наверное, можем сейчас тот ветряк захватить, но пока не буду рисковать. Я ошибся немного. Обознался. Дверью, да. Маленько ошибся. Не, ну а что, бывает. Как говорится, ну бывает, ничего страшного. Еще главное, знаешь, так как-то раз, и я сразу, главное, осознал свою ошибку и понял, что что-то, по-моему, я сделал не так. Но в связи с тем, что мы здесь с вами... Мы здесь с вами открыли проход. Значит, ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. $1800, кстати, не так дорого. Ха. Дайте-ка я лажу разную продам. Я могу, в принципе, вот так сделать просто и все. И вообще не заморачиваться. 400 брошь. Как-то вы мне говорили продать все ценные вещи. Во. Блин, купить или не купить? Но, вы понимаете, я такого вот прям супер этого я ничего не вижу. 41 урон. Мы можем, в принципе, воткнуть туда апгрейды. Нет, я пока воздержусь. Но я так хочу сказать, что я бы перестраховался и воткнул бы сюда топорик. А вот в этот топорик... Я же могу, да, это сделать? Да. А вот в этот топорик я бы воткнул вот эту карусель.
Вы мне сказали в описании, по-моему, в одной из вообще чуть ли не первых сериях, говоришь, Лех, разбирать предметы нельзя, что я считаю очень большим упущением в игре, но можно на 150 единиц прочность предмета улучшать. Я вот, кстати, сейчас вижу, ремонт оружия плюс 50 прочности. Я бы, если это ремонт, я бы им сначала поорудовал, а потом, когда будет где-то 160 прочности, я бы его вставил, заапгрейдил, еще и починил. Так что пока что, я, наверное, воздержусь. Пока что. Лопатами. У меня предчувствие, что мы Я давно не обращаю на них внимания. Нет выбора. Не знаю, правильно или нет, но защититься от опасных электрических волн. надеюсь, я прав. Моя бабушка клала каштаны под матрас. Итак. Ну что ж, ребята, у нас ночь. Начнет гаснуть. Подброшу пару. И гаснет свет. Помните, был фильм? Ребятки, заметьте, я сейчас прям в аккурат должен успеть. Ждем. Четыре. 3. 2. 1. Мать. Софи, я внутри. Пока никаких признаков Барни. Ты должен найти его. Он должен быть где-то там. Я ищу. Поторопись. Давайте как-нибудь договоримся сразу. Шо по дропу? Господи, отче наш. Давай! Нет! Нет! Ох, здесь дроп будет, просто забей. Я там синьку видел. Опа. Вот он. Барни твой. По-моему, все. Не успел. Барни, ты слышишь меня? Ответь, черт возьми! Софи, это Эйден. Я нашел рацию. Жесть. И труп мужчины. Белый лысый мужчина. Прости, Софи. Это не Барни. Это Коджик, один из наших. Барни должен быть рядом. Где рядом? Исследование. Информация может быть скрыта. А, ну все, я понял. Не знаю зачем, но мне надо. Софи, я нашел кровь. Свежую. Поторопись, Эйден.
Помоги, пожалуйста. Почему так вдруг внезапно жить захотелось? Я даже не знаю почему, но прям я почему-то почувствовал прям. Что за дверью? Давайте попробуем. Блять, что мне теперь делать? Живой дурак. Барни, это ты? Кто ты, мать твою? Меня прислала Софи. Ага, а я генерал миротворцев. Кем бы ты ни был, уебывай! Не понял. Это наши кристаллы, понял? Ты их не получишь. Барни, открывай. Уебывай! Софи, я нашел Барни, но он заперся в комнате. Он жив. Хорошо. Чертов упрямец. Просто попробуй поговорить с ним. Попробую. Сейчас. Барни! Вали, откуда пришел? Я там в канаве кое-кого видел. Знаешь, кто это? Твоя сестра за тебя беспокоится. Даже не впутывай сюда, Софи! Но это правда. Тебе повезло, что я занят, Гондон! Барни, я считаю до 3. 1, 2, 3, пизду иди! Ты нихуя не получишь! Да? Вот дерьмо! Класс. Здорово, пацаны! Да ёпта! Слышь ты, Глэк, открывай давай! Открывай, говорю, сейчас сожрут, дурак! Сейчас сюда понабежит, знаешь, сколько их? Твою мать, давай открывай, а, родной, пожалуйста! Я сейчас тут достану! Я сейчас реально начну здесь ультовать! У меня джип в Москве! Слышь, дурак, открывай, это уже жесткие вылезли! Да иди нахер отсюда, занято! На, замансуй! Че, они вообще, что ли, все голые? Начинается. В колхозе утра. Слышишь ты? Барни! Медвежонок! Хватит. Чё я не пойму? А? Они ушли? Ушли! Ага, пошли освежиться. Софи говорила, что ты упрямый, но не сказала, что ты идиот. Эй, за это можно получить... Да? Вот, забери свою рацию. Мы уходим. Нет, птичка. Надо найти птичку. Ты вообще дурак, что Он ли? отвлек зараженных, когда они напали на меня. Если б не он, я бы кончил как Каджак. Ты не в том состоянии, чтобы кого-нибудь искать. Он ребенок, чувак. Я обещал его мамке вернуть его. О! Он отвлек на себя этих уродов, чтобы я мог забрать кристаллы для базара. Я должен его найти. Ты не в том состоянии, чтобы кого-то искать, Барни. Я никуда без него не пойду. Послушай, Я мне мужик. наплевать на тебя и на твоих дружков. Но я обещал Софи привезти Уэлл, тебя нет! домой. Посыльного Нет, нашли? нет, нет. Мы никого здесь не бросим. Я дал свое слово, ясно? Сейчас что это значит? Что такое? Твой брат решил здесь умереть. Я не уйду без птички и кристаллов.
Я должен их забрать. От этого многое зависит. Твою мать, Барни! Это последний Может, раз, просто когда ты заорать и делаешь выбежать что-то из здания? по-своему. Ты можешь ему помочь, Эйден? Ладно. Где мне искать птичку? Он был на первом этаже, когда меня окружили. За ними погнались через боковую дверь. Ладно, побудь здесь и жди сигнала. Я найду твоего друга, а затем вернусь за тобой. Понял? Поспеши. Господи, спаси и сохрани. Я пожилая птичка. А как туда попасть? Кровь. Видимо, птичка. След должен привести к нему. Птичка, да? Я пожилая птичка. Что там по птичкам? А? Я вам тут устрою. Ну-ка, слазай давай. Слушайте, ну золотой топор грязюку... Не понял. Золотой топор грязюку хорошую делает. Ну, как минимум трофеи можно пособирать, кстати. Слышь, пацан. Бан. Или, может, не пацан. Подожди. О боже, пена. Вы сейчас серьезно, чуваки? Эйден, нашел птичку? Нет, но Ну. он истекает кровью. Я иду по следу. Хотя так намекнуть. Птичку я, конечно... Он не сдался без боя. Я не сдамся без бою. Уйди от меня. О! Птичка. Шутя. Всегда знал, что в диванах все ништяки прячутся. Тот кашляет. К 100. Мне всего 16. Тук-тук-тук. А я уже убил 3 зараженных. А ты кто? Эйден, можешь идти? Я от Барни. Барни. Конечно, старина Барни. Что-то он себя очень плохо чувствует, по-моему, нет? Он жив, да? Кристаллы у него. Да, он справился. Благодаря тебе. Мне кажется, это Габелла. Я их отвлек. Прибил 3 зараженных. Видел? Да, 2 были уже ранены. Но... Слушай. У меня сегодня день рождения. И окажешь услугу. Видишь? Вон там. О, рация. Мне кажется, ребят, Габелла ему. Нужно кое с кем связаться. Вот, но нужно поспешить. Конечно, конечно. Я только... Прием. Мам. Это ты? Мам. Натан, это ты? Что стряслось? Где ты? Все хорошо, мам. Мы почти... Мы с Барни уже почти закончили. Барни? Он
обещал мне беречь тебя. Не волнуйся, мам. Слушай, они у нас. Кристаллы. Мы их забрали. Я убил троих зараженных. Я им показал. Нам правда пора идти. Тогда уходи оттуда и беги домой. Барни обещал. Да. Скоро. Мы скоро вернемся, мам. Что происходит? Натан! Натан! Ай. Барни, ты здесь? Барни? Эйден, ты там? Ага, пытаюсь добраться до Барни. Ну-ка, одну секундочку. Ну, естественно, как же по-другому-то? Барни уже здесь. Только что пришел. Он... Что? Он же должен был... Подожди, а почему время идет? Он тебе не поверил. Думал, что ты хочешь забрать кристаллы. Он отправил меня за своим другом, чтобы сбежать? Не совсем так. Возвращайся на базар, я тебе все объясню. Пойму, вы что, конченая семейка, что ли? Нет, вы серьезно, что вы и все? Вы реально, вы сами будете там потом бегать, прыгать? Дурак неумный. Как это вообще работает? Там чувак жизнью просто рисковал. Из-за дурацкого карантина всего центра. Да, ну ты Глэк, конечно. Теперь стало лучше, правда? Смотря что. Вероника, этот тип был дрянью, а миротворцы под ним занозой. Вывод довольно простой. Лукаса нет, нам стало лучше жить. Аминь. Лучше заткнись, Барни. Где Софи? Опять ты? Ты что, шпионишь за мной? Можно я ему прямого просто в носопырочку дам, а? Ты должен был меня ждать. Хуёлжин, планы поменялись. Испугался за свои кристаллы, да? Испугался? Я? Да ладно. Почему мы за слюнтя играем? У нас Почему свои нет просто интересы, прямого Пилигрим. сразу? Они тебя не касаются. Да что ты? Двое людей умерли из-за твоих интересов. Ты использовал птичку, чтобы отвлечь меня, так? Ты ни черта не знаешь обо мне и моих людях. Птичка был мне как брат. Да. Моя сестра хочет с тобой поговорить, так что шуруй к ней. Пробить бы ему разочек, а прям хорошего. Пилигрим на базаре? Конченый, просто конченый, реально. Конченый. Почему-то, что он конченый. Я просто ввожу в курс дела. Послушай, о чем между нами? Мы должны убить их, Карл. Они жили с нами. Нужны переговоры. Нельзя вести переговоры с вымогателями. Ты не похожа на свою мать. А командую здесь я. Собери людей. Мы отдадим Джо эти чертовы кристаллы. Чертов трус. Я знаю, о чем ты думаешь. Но мы должны его слушать, Герман. Ради базара. Только ради базара. Софи? Расслабься, Герман. Он спас Барни, помнишь? Забавный парень, твой младший брат. Как я понимаю, вы не поладили? Скажем, это не любовь с первого взгляда. У Барни есть недостатки, но с другой стороны, он всецело конченый. предан делу. А с таким количеством проблем, как в Старом Велидоре, мне просто нужны надежные люди. Какие у тебя проблемы? А ты любопытен, да, Эйден? Спрашивай, что ты хочешь знать?
Эти кристаллы, что в них особенного? Они образовались во время химических бомбардировок, своего рода побочный продукт. Люди верят, что если носить их с собой, инфекция распространяется медленнее. Честно говоря, я в этом сомневаюсь. Но попробовать стоит. Так вот почему они так важны для вас. По этой и многим другим причинам. Их трудно достать, сложно разбить. Да, и легко еще потерять и сложнее невозможно забыть. отдать. Они ведь такие красивые, верно? Но самое главное, это реальные осязаемые вещи. Намного более реальные, чем старые деньги. Вот почему они такие чертовски дорогие. Ну, короче, я понял, все как всегда. Это ссора с Карлом. Из-за чего? Скажу так, смерть Лукаса только осложнила нам жизнь. Оглянись вокруг, Эйден. Что ты видишь? Студию. То, о чем люди за стеной могут только мечтать. Все эти люди умрут до конца месяца. Почему? Потому что в скором времени наши запасы воды иссякнут. 2 недели назад банда местного головореза Джо и его дружка Джека захватила единственную в округе водонапорную башню. Не так давно они жили на базаре, но Карл выгнал их за мошенничество. Теперь они мстят. Они заминировали башню и угрожают взорвать ее, если не получат еженедельную дань в виде лекарств, еды и кристаллов. Чего? Что ты собираешься делать? То, что должна. Я обещала помогать Карлу. Поэтому пока он главный, мы будем платить Джеку и Джо. А они будут выжимать из нас все больше и больше. И так до бесконечности. Самое главное для моих людей – безопасность. Ты доказал, что тебе можно доверять. Я прошу тебя о помощи. Карл считает, что Джо сдержит слово и даст нам воду. Верить ли ей? Но я настроена скептически. Я посылаю людей на переговоры с бандитами, и мне не нужны никакие сюрпризы. Карл и наши люди уже отправились на место переговоров. Все должно пройти гладко. Прикрывать их? Да. На расстоянии. Порой, если не ложусь допоздна, мне кажется, будто в городе никого не осталось. И на меня накатывает ужас. Неплохо, кстати, дали. Ну-ка, дайте-ка я тут кое-что сейчас сделаю. Ага. Хм. — 18 урона? О боже. Мать, ты сейчас вот серьезно, а? На Софи работают любопытные люди. Например, Пилигрим. Ну что я хочу сказать? Осуждать кого-то или нет? Здесь, конечно, вопрос очень двоякий, потому что как бы люди себя вели в постапокалипсис, никто не знает. Пишите ваши комментарии по поводу этой серии. Очень двояко, очень интересно. И очень интересно, что же будет дальше. Очень хочу доделать этот квест, пойти по именно основному заданию. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ссылочку на плейлист найдете внизу в описании. С вами, как всегда, был я, Леха Хардплей. Встретимся в следующих видеороликах. Пока-пока.